Сегодня, 5 марта, обязательно купите булавку и заговорите ее. А также сегодня ни в коем случае не смотрите в небо и не принимайте подарки. Почему это так? Далее в этом видео. Друзья, с вами, как всегда, канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация будет полезна и важна. 5 марта, друзья, во всем православном мире отмечают День епископа Льва Катанского, или по-другому еще его называли Льва-Катальщика, благоверного князя Ярослава Мудрого и преподобного Агафона Печерского. В этот день было принято в последний раз как следует прокатиться на санях, если, конечно, лежал снег. Считалось, мол, кто дальше всех проедет, того ждет продолжение счастья. Тогда в этот период называли перезимья. Женщинам в этот день было принято печь круглые колобки-катыши на коровьем масле. Второе название у них – как окурки. А еще девушки выпекали масляничные блины, радовали себя мясными блюдами и сладостями, так как близился пост и нельзя это будет делать потом. Устраивали маскарады, ходили друг к другу в гости и просили прощения, с кем ранее были в ссоре. Погода и традиции говорили нам о дне, какой будет месяц и даже год. Поэтому, чтобы в доме был достаток, нужно было выбросить сегодня всю старую обувь. Иначе год будет бедным и неурожайным, если пойдет снег в этот день. Ожидайте оттепели, если заметите, что сороки и галки в снегу купаются. Ожидайте и бурного разлива рек, если пойдет снег с дождем. Год будет максимально урожайным, если в поле отнести огонь или горящие угли. К недолгой оттепели, друзья, если ветер изменил свое направление. На красную весну будет ранний облет пчел. Хорошему урожаю теплой весне будет месяц рожками вниз. Не начинайте сегодня ничего нового, иначе навеете на себя только неудачу. Как говорится, что-то новое – это хорошо забытое старое. Наверняка у вас есть много дел, за которые вы ранее брались и не доводили до конца. Кажется, пора все вспомнить и начать делать. Сделайте твердый и уверенный шаг назад. Вы, наверное, раньше посещали танцевальный клуб. Постарайтесь вспомнить несколько движений сальсы или танго. Отвлекитесь на уроках рисования. Сходите еще на пару занятий, нарисуйте новую картину для себя. Возможно, когда-то в молодости вы увлекались фотографией и съемкой. Можно закончить еще парочку курсов и навыки в этом направлении, которые смогут закрепиться на долгий период. Займите себя чем-то сегодня, что раньше придавало вам радость и удовольствие. После тяжелого рабочего дня нужно переключиться и забыть обо всем. Сегодня не стоит слишком долго колебаться, когда вам потребуется сделать какой-то выбор. Просто сделайте его. Вы должны обязательно решиться на тот или иной шаг, и ваша инициатива вас точно не подведет. Просто доверьтесь ей и смело идите вперед на следующий этап. У вас все сложится просто идеально. Сегодня фортуна на вашей стороне. Не нужно сегодня напрягать голову, отвлекитесь от всего. Никаких обещаний не стоит сегодня давать, поскольку, скорее всего, их не получится выполнить в будущем. Ни себе, ни кому-то. Сделайте так, чтобы обещания превратились в задачи, которые вы можете достичь и выполнить. Поставьте для себя сроки, за которые вы должны это выполнить. Возможно, вам или вашим сотрудникам, подчиненным нужна мотивация. Все мы прекрасно знаем, что лучшая мотивация – это все-таки деньги. Расскажите о каком-то варианте поощрения, например, за хорошую работу, и вам будет начисляться прибавка к зарплате. Это не будет звучать как обещание, а как дополнительный пункт в заработной плате. Потому что обещанного 3 года ждут, а здесь прибавку почувствуют уже в следующем месяце. И результат не заставит себя долго ждать. Сны в этот день могут о многом подсказать человеку. В основном все, что приснится 5 марта, сбудется в точности. Если вам приснился сон, который связан с волосами, отнеситесь к такому сну с особой осторожностью. Если во сне вы или кто-то делает стрижку, это к убытку, а накрученные волосы к сплетням.
Сегодня можно узнать и о измене второй половинки, если приснится, что вы поймали вора. Крепкое здоровье обеспечено, если вам приснилась какая-то болезнь. Если вы во сне курите или кто-то из окружения курит, то знаете, это к позору. Никому не рассказывайте сегодня после пробуждения об увиденном. Если произошло что-то хорошее, запишите себе этот сон на лист бумаги и поставьте под подушку. Сегодня стоит очень серьезно отнестись к получаемой информации. Все, что получаете сегодня, необходимо запомнить и проанализировать. Эта информация в скором времени будет очень полезной, важной и, возможно, окажет добрую услугу. Постарайтесь как можно больше сегодня отдыхать. Тихий и спокойный вечер в кругу семьи очень пойдет вам на пользу. Также сегодня наслаждайтесь общением в тесном кругу с семьей, с близкими, с родными и детьми. Удачно сегодня будут складываться решения всех личных текущих проблем. Вы почувствуете себя любимыми и незаменимыми. Вашему любимому человеку будет приятно, что вы увлечены не только им самим, но также неравнодушны к музыке, к литературе, неравнодушны и к спорту. Сегодняшнюю прогулку лучше сделать радостной и романтической. Во всем стараться потакать своей половинке и не раздражать ее. Оглянитесь вокруг и насладитесь окружающей вас природой. Сегодня отличный день для вылазки на природу. Полюбуйтесь и порадуйтесь наступлению весны. Постарайтесь увидеть ее первые шаги. Остановитесь на минуту и подумайте о чем-то хорошем, что согревает вашу душу и сердце. Сегодня вам, даже не прикладывая никаких усилий, получится удержать свое финансовое положение на высоте. Сегодня может быстро и очень просто решиться некоторая финансовая проблема, в которой вы абсолютно были невиновны, но тем не менее это тяготило вами. Постарайтесь сдерживать себя до конца. Не опускайте руки. Результат вот-вот рядом. Если сегодня нужна помощь близкого человека или знакомого, позвоните. Напишите им сообщение. Это сыграет хорошую роль для вас. Не бойтесь сегодня просить о помощи и быть отвергнутым. Люди рождены для того, чтобы помогать друг другу. Помните об этом. Именинники 5 марта – Агафон, Корнилий и Лев. Если в вашем окружении есть люди с такими именами, обязательно их поздравьте, обнимите, пожелайте всего самого-самого наилучшего. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что сегодня запрещено принимать подарки от незнакомцев, малознакомых людей или тех, кто может желать вам зла. Потому что с помощью такого жеста люди могут принести вам недобрые намерения, передадут вам свое несчастье или, например, болезни. Итак, друзья, как мы в начале видео сказали о том, что сегодня, 5 марта, мы с вами можем заговорить булавку. Поэтому сегодня, 5 марта, в любое время купите булавочку. Далее придите домой, обязательно помойте руки, будьте в хорошем расположении духа. И далее вам нужно открыть булавочку и острие шпильки нужно держать в пламени восковой свечи. И держа вот именно так острие шпильки нашей булавочки, говорите следующие слова. Ты, булавка, защищай меня от злого, глазливого и завистливого сглаза, порчи и бед. Да будет так. Друзья, пусть, вы сказали 3 раза, после этого свеча пусть прогорит, а пока свеча будет гореть, булавочку оставьте рядом со свечой. Когда свеча догорит, а огарок свечи мы с вами выбрасываем, а эту булавку, друзья, вам нужно одевать. Обращаем ваше внимание, что как правильно приколоть булавку для предотвращения сглаза, порчи или любого негатива. Обращаем ваше внимание, что мужчинам на одежду в районе сердца, а вот женщинам на юбки, на подол платья или блузу, но ниже пояса. Если мы говорим о детках, то это на шапочке, на верхнюю одежду, но с внешней стороны. Если мы говорим о беременных женщинах, то это на уровне должно быть солнечного сплетения и головкой вниз от сердца. Если мы говорим о бизнесменах, то есть тех людях, которые занимаются любым бизнесом, то 2 булавки крест-накрест в области груди или между лопаток.
Вот, друзья, таким образом, именно 5 марта вы можете заговорить булавку, и такая булавка будет большим и сильным защитником для вас. Но только время от времени, пожалуйста, посмотрите на свою булавку, потому что если вам кто-то будет отправлять определенный негатив, то эта булавка может или потеряться, или почернеть, или может поломаться. Не думайте, что это просто так, знаете, она взяла на себя определенный негатив. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 5 марта 2022 года. По лунному календарю сегодня у нас с вами 3-й и 4-й лунный день. Растущая луна в знаке зодиака Овен. Итак, друзья, с этого дня уже у нас на небе появляется лунный серп и начинается неомения, или по-другому называется новомесячье. Энергетический день очень сильный, поэтому сегодня можно многое успеть. Рост энергии провоцирует напор и агрессию, поэтому настройтесь на самозащиту и будьте бдительны, чтобы не попасть в число жертв. Также этот день является самым сильным из всех суток по своей энергетике, которая пронизывает все сферы жизни. С самого утра, проснувшись, мы чувствуем себя в бодрости, и у нас есть определенный заряд энергии, который очень важно направить в этот день в нужное русло, задать ему правильное направление, а иначе проснувшаяся энергия спалит вас самих. Такие эмоциональные всплески могут вылиться в совершенно беспричинную агрессию, ненависть, злобу, жестокость, непонятное раздражение против всех окружающих. Эмоции настолько захлестывают разум, что не каждому под силу утихомирить в себе разбушевавшегося зверя. Если выпустить на волю этого злого духа, можно серьезно покалечить судьбу и себя, и своих близких. Поэтому в этот день, 5 марта, могут происходить ссоры, конфликты, скандалы, драки. Но главное, чтобы вы обуздали в себе вот эту энергию. И постарайтесь тренировать вот ее именно когда вот такие появляются вспышки агрессии именно в этот день. Сумейте переключить свои мысли на что-то позитивное, взять себя в руки и не накаляйте страсти. В этот день будет очень полезно тренировать себя в такие качества, как самообладание, как осознанность, как сосредоточенность, спокойствие духа и внимание. Вы знаете, сегодняшний день – это день активных действий, поэтому можно посвятить себя делу полностью с минимальными перерывами на еду и сон. Пассивность противопоказана сегодня и даже опасна. Если до сих пор вы мечтали, что сегодня, то именно сегодня, друзья, 5 марта, пришла пора действовать. Однако первая половина дня обладает общим неблагоприятным фоном. Могут произойти разные неприятности, которые могут быть связаны с общением. Поэтому сдержите негатив, и вторая половина дня принесет вам достойные плоды. Что же касательно стрижки волос, то лучше сегодня не рисковать и отмените свой поход к парикмахеру. Эти сутки перенасыщены энергией, и вам наверняка захочется обновить свою прическу. Поэтому постарайтесь 5 марта удержаться от этого. Стрижка, сделанная сегодня, будет неудачной и даже вредной для волос. Что же касательно окраски волос, то окраска натуральными красителями способствует росту карьеры. Прическа, такая прическа должна быть абсолютно проста и свободна. Это притянет природную энергию и способствует духовному открытию. Начинается активный обмен человеческой энергией с космосом. Ничего удивительного, если сегодня вас потянет на приключения и поиски ярких впечатлений. Усидеть на месте будет невозможно. Захочется постоянно двигаться, рваться в бой и совершать даже подвиги. Обращаем ваше внимание, что было бы хорошо, если вы бы 5 марта утром и вечером расчесали волосы столько раз, сколько вам лет от роду. Это поможет активизировать космический обмен энергией. Во время расчесывания можно проговаривать следующие слова: сколько годков, столько часков, столько поскольку на головушке волосков. Волоса мои, вейте, завивайтесь, укрепляйтесь, года мои, здоровьем и богатством прибавляйтесь. Эта своеобразная поговорка поможет вам привлечь положительную энергию и оттолкнуть негативную. Сегодняшний день будет наполнен, к сожалению, разными опасностями, поэтому следует быть все-таки внимательным. Еще раз напомним, что пассивность сегодня неблагоприятна. Используйте силы в мирных целях. Народная примета этого дня означает, именно разлитое масло означает, что вы сошли с истинного пути.
Но давайте не будем ассоциироваться с Булгаковым, потому что он здесь ни при чем, но помнить о масле все-таки следует. Вот такой, друзья, у нас с вами день 5 марта 2022 года.